Когда в новостях показывают женщину в хиджабе, покрывающей голову и тело, или в никабе, закрывающей все лицо, кроме глаз, у многих возникает смешанное чувство — отчуждение, непонимание, а иногда и жалость. Кажется, что это символ угнетения, ограничения свободы и воли женщины. Но так ли это на самом деле? Чтобы разобраться, нам нужно отложить в сторону стереотипы и попытаться понять внутреннюю логику, ценности и, самое главное, голос самих этих женщин. Давайте поговорим об этом не как о политическом или конфликтном вопросе, а как о вопросе веры, личного выбора и смыслов, которые стоят за куском ткани. Зачем вообще нужен хиджаб? Представьте себе драгоценность. Как ее хранят? Часто в бархатном футляре, чтобы подчеркнуть ее ценность, уберечь от пыли и царапин. Для мусульманки ее тело и душа — это дар от Бога, драгоценность. Хиджаб в исламе — это и есть тот самый футляр, призванный подчеркнуть ее внутреннюю ценность, а не внешнюю оболочку. Так что же такое хиджаб? В переводе с арабского «хиджаб» означает «преграда» или «завеса». Но это не просто платок. Это целая концепция скромности в поведении, речи и одежде, которая касается как женщин, так и мужчин. Да, вы не ослышались. В Коране есть аяты, стихи, которые призывают и мужчин опускать взоры и хранить целомудрие. Мужская скромность — это тоже часть уравнения. Идея в том, чтобы личность человека оценивали не по его внешности, фигуре или красоте, а по уму, характеру, поступкам и профессионализму. Представьте себе ученую, преподавательницу, врача в хиджабе. Ее ценность для общества в ее знаниях и делах, а не в том, как она выглядит. Хиджаб помогает сместить фокус внимания именно на это. Для многих женщин хиджаб — это форма психологической защиты от нежелательных взглядов и объективации. Это способ сказать: «Я не объект для разглядывания. Уважай меня за то, что я говорю и делаю». В этом есть глубокое чувство собственного достоинства. А как же никаб? Это не перебор? Если хиджаб для многих понятен, то никаб — одеяние, закрывающее все тело и лицо, с прорезью для глаз, часто вызывает самое острое неприятие. Давайте разберемся и здесь. Никаб — это не обязанность. Важный момент, который часто упускают. Абсолютное большинство мусульманских ученых сходятся во мнении, что никаб не является обязательным предписанием ислама. Это чаще всего акт добровольного сверхблагочестия, который практикует очень небольшой процент женщин. Требования к обязательному покрытию касаются всего тела, кроме лица и кистей рук. Почему тогда некоторые женщины его носят? В первую очередь это символизирует глубокое благочестие. Некоторые женщины таким образом выражают свою максимальную степень смирения и посвящения своей жизни Богу. Они считают, что лучше всего выполняют завет о скромности. В некоторых странах, например, в Саудовской Аравии или Йемене, ношение никаба — это давняя культурная норма, которая тесно переплелась с религиозной практикой. Для кого-то, как и в случае с хиджабом, это вопрос личного комфорта и ощущения безопасности. Ключевое слово здесь — выбор. Проблема возникает тогда, когда этот выбор делается не добровольно, а под давлением семьи, общества или государства, как и в случае с принудительным ношением, так и в случае с принудительным снятием. Вот мы и подошли к самому важному — понятию свободы. В современном западном понимании свобода часто ассоциируется с правом быть открытой, носить то, что хочешь, демонстрировать свою сексуальность. И это абсолютно законный выбор для миллионов женщин. Но что, если свобода — это нечто большее? Что, если свобода — это право на самоопределение без давления извне? Свобода для против свободы от. Свобода для, к примеру, носить мини-юбку — это возможность что-то делать. Свобода от означает носить хиджаб. Это возможность от чего-то освободиться. Например, от навязанных стандартов красоты, от объективации, от необходимости тратить время и деньги на соответствие этим стандартам.
Обе эти свободы равноценны. Настоящий феминизм должен защищать право женщины на любой из этих выборов. По всему миру миллионы образованных, современных, самостоятельных мусульманок добровольно носят хиджаб. Они — врачи, юристы, блогеры, спортсменки, политики. Они не жертвы. Они активно заявляют о себе и своей вере. Хиджаб — это часть их идентичности и силы. Когда общество или государство запрещает носить хиджаб или никаб в публичных местах, как, например, в некоторых странах Европы, оно не освобождает женщину. Оно лишает ее фундаментального права на религиозное самовыражение и личный выбор. Это такая же форма угнетения, как и принуждение к ношению паранджи. Так где же истина в вопросе о положении женщины в исламе? Она в разнообразии и в праве на выбор. Ислам не монолит. Существуют разные течения, интерпретации и культурные контексты. То, что принято в Саудовской Аравии, может быть не принято в Индонезии или Тунисе. Проблема не в одежде, а в принуждении. Настоящая борьба должна вестись не против платка, а против любых форм принуждения, как заставляющих женщину закрываться, так и заставляющих ее открываться. Слушайте самих женщин. Самый главный шаг к пониманию — это дать слово самим мусульманкам. Услышать их личные истории, их мотивацию, их борьбу и их радости. В следующий раз, когда вы увидите женщину в хиджабе или никабе, не спешите с выводами. Возможно, перед вами сильная, независимая личность, которая сделала глубоко осознанный выбор в пользу того, что для нее означает свобода, достоинство и вера. И уважение к этому выбору — это и есть признак по-настоящему свободного и толерантного общества. Хиджаб и никаб — не просто одежда, это символы, которые несут в себе религиозные, культурные и личные смыслы. В одном месте они означают свободу и идентичность, в другом — традицию и социальный контроль. Вопрос свободы выбора остается ключевым. Важно поддерживать такие условия, при которых женщина сможет сама решать, как ей выражать свою веру и строить жизнь. Положение женщины в исламе нельзя свести к односложной формуле. Это сложная мозаика верований, традиций, законов и личных историй. Давайте менять не то, как женщины одеваются, а то, как мы на это смотрим.